Мы тут для Дани купили, дай покажу, от Play-Doh в Aldi вот за 5 евро. Такая вот штучка делать мороженое, пластилин, чашечка, ложка здесь должна быть. Такой вот набор. Сейчас будет Даня делать у нас мороженки, да? Пока у нас Даня там сидит, занимается, я вам сейчас покажу, что я еще приобрела. Печеньки шпекуляцию, уже рождественские, но Данька их открывал, пару штук отсюда съел. Взяла физалисы для Эли, кроме нее их никто не ест. Дальше, у бабушки скоро день рождения, 2 кувертюры здесь мне понадобится, буду тортик делать. Закончился у меня ваниль, бурбончик. И мы ездили на рыбные склады. Бабушка с крестной у меня набрали там и минтай, и копченую рыбку, и селедку, и, в общем, что они там только не набрали. Я взяла вот такие вот готовые гарнельки. Они в зелени с чуть-чуть масличка, чесночок. Очень, в общем, очень вкусненько будет. И целый килограмм. Ай, какая цаца. За этот килограмм я заплатила 9,90. Если бы я это брала где-то в магазине, то это было бы, конечно, жесть, да. Сами знаете, что в простых магазинах, там, Kaufland, Penny, в общем, Edeka, 100 грамм стоит там около 4-5 евро. А здесь килограмм за 9,90. Это просто бомба. Тоже их обжарю на сковородочке. Возьму сливочное масло с чуть-чуть подсолнечным. Туда чесночку, зелени. Поджарю. Это все будет супер. Они, в принципе, уже готовые, отваренные. Единственное, они еще потом просто замороженные. Так что с ними заморачиваться, варить их еще тоже не придется. Так что... я довольная. Правда, много я, конечно, не съем. Ну, сколько я? Штучек 4-5 за раз съем. Так что мне этого надолго хватит. Илья с Данькой это не едят. Или, я не знаю, по-моему, она это тоже есть не будет. Но надо спросить у нее. Может, у нее какой-то вкус еще и поменялся. Блин, снимаю на телефон. Качество, конечно, так себе. Давай, смотри, на. Резать. Давай резать будешь? Сына. Помоги. Хочу мне с ним. А буду пока ежить. Так, когда ты снял мне по шею. И потом ты все режала его. Я на самом деле не думала, что он будет так хорошо играть с пластилином. Уже теперь сколько? Часа полтора-два он играет. С томатом. Николай. Ты мой зарезала. Кого я зарезала? Так это ты сделала. Так это же я делала. Alopecia diagnostiziert wurde, wollte ich meinen gesamten Lebensstil verbessern. Ich habe zuerst angefangen zu joggen und als ich dann besser wurde, habe ich angefangen, längere Strecken zu laufen. Fitbit hilft mir wirklich motiviert zu bleiben. Ich tracke meinen Schlaf gerne mit Fitbit, da ich so weiß, wie gut ich jede Nacht geschlafen habe. Das hat mir definitiv geholfen zu erkennen, wie sich mein Körper fühlt. Ich bin selbstbewusst. Всем доброе утро, ребят. У нас сегодня выходной день, по идее. Но я сейчас собираюсь. И мы с Даней едем к
к нашему врачу. Я очень рада, что у нас такой врач, который работает и в выходные, и в будние дни вечером. Каждый день они дежурят, что если вдруг что, то можно приехать туда в любое время, ну, почти в любое. Раньше они даже ночью работали, но сейчас, к сожалению, нет. Ну, не страшно. Ночью есть и простые больницы, которые всегда открыты. Просто дело в том, что у Дани выглядят глаза вот таким вот образом. Я уже вчера, конечно, видела, что глаза у него начали течь, но я все надеялась, что это не будет настолько все печально. Сегодня утром мы проснулись, глаза у него отекли еще больше. У него начался сильный насморк, он начал покашливать, и поэтому мы сегодня поедем к врачу, съездим, потому что завтра у меня очень много всяких разных терминов, и откладывать я их тоже не могу, поэтому поедем, съездим сегодня, ну и начнем лечиться на один день раньше, это уже будет большой плюс. Зачем мы будем один день сидеть, ждать, когда они сегодня и так тоже работают? Ну, в общем, такие вот, ребята, у нас дела. Не срачка, так болячка. Вот, знаете, вот это про нас. Что нельзя? Да, с обувью нельзя на лежанку эту залазить, на кушетку. Нет. Нет, ты мой мальчик. Да. А ты что, звук включил на телефоне? Нет. Нет. Ты мой мальчик сладкий. Он сам. Это постоял вот так. Нас даже Это ждать их. посадили в кабинет, Да. потому что вот это с глазками, скорее всего, это конъюнктивит, по-моему, это называется. Да. Джо, И оно как бы заразно, поэтому нас сразу посадили в кабинет ждать. привет. Да, мой сладкий? Да. Мальчик такой мой золотой. Садись. Что? Телефон играет. Мальчик, тебе на руку. Ай. Мы уже подъехали к дому. Сейчас пойдем домой. Не знаю, потом надо будет в аптеку еще. Либо сейчас маму попрошу, либо сама потом съездю, когда или домой придет. Потому что с ними я не хочу, так как сегодня выходной. Дежурные аптеки начинают работать либо после 6 вечера только, либо нужно ехать в сам центр. В центре с парковкой всегда проблема. В общем, целая история с ними, я туда ехать сейчас не хочу. Нам выписали капли, все-таки я была права, это конъюнктивит. Вот, надеюсь, я правильно вообще говорю. Нам выписали капли 2 раза в день капать в глазки. И тут лекарства выписали, и дали больничный до среды. Вот. И у него еще вот здесь лимфоузлы, уже почти год, наверное, ну, не сходит вот эта опухоль. Я ее спросила, она говорит, ну, это ничего страшного, в принципе, это все нормально, что когда он полностью выздоровеет, можно будет сделать ультрашаль и на всякий случай еще раз проверить. Ну, в общем, да, ну, а так, в принципе, ничего такого страшного. Ну, я имею в виду насчет лимфоузлов. Будем теперь лечить глазки. Садик пока что отменяется. Да, так что вот такие вот у нас дела. И домой идем? Да. Мы налопались. Я убрала на кухне. Даня теперь захотел лепить с пластилином. Вот. Чуть попозже мама приедет, возьмет рецепты, съездит в аптеку. Вот. И я сегодня ночью сказать испугалась, наверное, ничего не сказать. Спим мы, значит, с Даней ночью. Я слышу какой-то вот как стук такой, знаете, шум стоит. Какой шум? И я слышу, что это у меня в комнате. Я, значит, начинаю смотреть по сторонам. В комнате никого нету, Даня спит. Ну, слушай. Я, значит, смотрю по сторонам. Даня лежит со мной рядом, спит. В комнате никого нету. Я включила у себя на кровати свет. Никого нету. Тишина вроде. Я раз опять свет выключила, легла, лежу. Опять, значит, какой-то стук начинается. Я встала, открыла двери в свою комнату, посмотрела в коридоре, никого нету. Думаю, ну блин, ну у меня же не галюники. Пошла, легла опять. Опять начинается. Я встаю,
Думаю, да что ж такое? Включаю, значит, уже большой свет, несмотря на то, что спит Даня. Смотрю, у меня из-под шифонера, из-под двери торчит лапа кота. Оказывается, этот балбес, видимо, когда я вечером складывала вещи постиранные, залез в шифонер, я этого не увидела, закрыла, мы легли спать, он все это время, видимо, там спал, лежал себе уютненько, и тут он решил встать, а выйти-то он не может. Бася! Да. В итоге я открыла дверь, он оттуда вышел, такой весь растрепанный. Да, классно. Такой весь растрепанный, уже недовольный, что как это так, его так долго не выпускали оттуда. И все. И я его выкинула с комнаты и легла дальше спать. Вот представляете, да, когда ты никого не видишь, а стуки-то идут, и ты начинаешь сомневаться, то ли у тебя кукуха съехала, то ли уже какие-то там сверхъестественные моменты начались. Но это было, конечно, жесть. Мы уже переоделись. Сейчас у меня там греется рис с баклажанами. Даня захотел борщ. Разбираем машинку. Включили стираться. Да? Дела делаем с тобой. Ты мой сладкий. Ой, упала. Я ее подняла. Молодец. Вот мои баклажанчики с рисом. Там снизу вот рис чуть-чуть. И баклажаны, начиненные тунцом, кукурузой, помидорами, запеченные сыром. В общем, я вам сейчас немножко покажу, как я это делала. Правда, я конец не показала, но конец вот такой. Выглядит уже, конечно, так себе, так как сегодня уже второй день. Это киви, да? Да, там киви. Одна штучка осталась, да? Обжариваю баклажанчики. Здесь у меня соль, перец и чесночок. Помидоры, тунец, кукуруза, сметана, майонез и немножко укропа. Сейчас я это все перемешаю. Это будет начинкой. Натерла сыр гауда. Здесь у меня рис и прям чуть-чуть соли. Сейчас я сюда добавлю водички, чтобы прям чуть-чуть прикрывала рис. У меня просто, к сожалению, больше нет риса. Это был последний. Но так как это блюдо, так скажем, пробный вариант, поэтому нормально, хватит. Буквально вот так вот водички, чтобы закрыть рис. И теперь будем дальше продолжать с этим работать. Дай пузо. Нет. Дай щечки, дай. Дай. Нет, я тебя не спасла. Теперь ты, Илюша. Не надо. Сейчас у него кишки вылезут. Кстати, да, у нас есть такое, когда Илюша дома, Даня себя ведет намного хуже, чем когда, вот, например, Илюши нету дома. Можно. Я не знаю, с чем это связано, но у Дани какая-то вот лес появляется, и все, у него все спокойствие куда-то уходит. Постоянно нытье. Да, мам? Нытье? Даня, он тебя нытиком назвал? Да. Итак, у нас сегодня будут готовые блюда. В общем, взяла помос с масличком, добавила сюда немножко зелени, чесночок, в общем, все приправы. По вкусу я сюда еще добавляю немножко curry. Паприка у меня, к сожалению, закончилась. И сейчас обжарю вот такой вот набор овощей. И я вот думаю, что еще сделать. Сейчас поковыряюсь в холодильнике. Что-то кушать, готовить сегодня не очень хотелось. Рис с баклажанами я маме передала. Что-то он мне как-то тяжело очень заходит. Видимо, мой желудок еще к этому не готов. Кроме меня это никто не ел. Борщ мы уже доели, я все перемыла, надо убрать. Так что да, сейчас буду искать. Вот видите, у меня тут висят искусства Дани. Это он рисовал на Хэллоуин. Тут какие-то вот человечки, что-то монстры какие-то. Вот это он говорит, что это хаги-ваги. Не знаю. Как считаете, похоже? Кстати, смотрите, тот цветок я вышвырнула, и у меня остался такой вот маленький. Тут вот один стебелечек такой торчит, и все. А тот все, ну он совсем помер. Кстати,
Вот я сейчас увидела, что здесь какое-то пятно. Вот как оно сюда наверх попало? И здесь кто-то что-то брызнул. Вся компания в сборе. А Бася где? Не знаю. Вот у нас тут помос, картошечка тоже есть. с овощами. Помощь. Помос, да, будем кушать. Вкусно? Тоже ест. Супер. Бася там тоже кушает за своим столом. Ильяс у нас с Даней овощи не едят, а мы вот цели кушаем овощи. Смотри, чтоб не брызнуло. У меня. Тут вот мама привезла лекарства, которые нам сегодня выписали. Попросила у нее, чтобы она прописала нам для ингалятора вот эту жидкость. Потом от температуры еще. И капли в нос. И само вот это средство капать в глаза 2 раза в день. Примерно 3-4 дня. В общем, будем пробовать. И заплатила она за это 86 центов. Так как, по идее, детям вообще бесплатно. Но так как сегодня выходной, идут там проценты за выходной день. Не знаю, смотри по программе. Давай. Давай, открывай глазик. Молодец. Давай другой. Все хорошо. Давай другой глазик. Ой, подожди, не попало. Открой. Окей. Ну, давай. Умничка. Баба, дай нам салфетку. Ты мой молодец. Ты мой умничка. Не надо глазки. Ой, баба нам кинула. Вот так. Молодец какой, баба, смотри. Глазки закапал. Ты не три их. Не надо их натирать. Вот такие здесь ампулки. На 2 раза, как раз утром и вечером. Что такое? Что? Вот Илюша играет. Илюша теперь играет? Ну правильно, по очереди. Да? Чумочек. Ой. Как заставить ребенка танцевать? Дань, так не прыгай, там снизу дядя будет ругаться на нас. Не понравилось ему с вами играть.